Итак, суть метода состоит в том, что вам нужно выбрать одну из жизненных концепций. Огненные или земные бывают люди такие, тоже очень деятельные, знаете, которые никому ничему не верят, к своей жизни, к своей судьбе никого не подают. И ваши дела, ваши проблемы и выход из этих проблем, это все в руках судьбы. То есть вы полагаетесь на волю высших сил. У вас в детстве не было надежных взрослых, не на кого было переложить свои детские проблемы. Здравствуйте, с вами, как всегда, надеюсь, долгожданная программа «Вопросы и ответы». Программа, в которой я расскажу буквально все, что захочу, и кому-то погадаю на картах. Если в вашей жизни есть какой-то кризис, знаете, такой тотальный, всю жизнь свою не знаете, как жить, с кем, зачем, на что, или, может быть, какой-то локальный кризис в одной теме, в одной области жизни, например, в деньгах, в профессии или в личной жизни, то эта тема для вас. Упражнения, что-то, как всегда, советы, рекомендации, что-то вроде лабораторной работы. Работа над собой, такую проверку, можно сказать, себя я предлагаю. Люди с разного уровня кризисами сталкиваются на протяжении всей жизни. Всякий раз ощущение у нас такое, как у пассажира круизного лайнера, который вдруг по каким-то причинам выпадает за борт, да, и мы бьем ручками водную гладь, то резко куда-то плывем, то ложимся на спинку, лапки складываем, полагаемся на судьбу, то свистим и машем и высматриваем на горизонте какой-то спасательный, скорее, корабль. Все знают, все проходили. И я сегодня хочу предложить одну такую тактику, технику, которая, естественно, ваши проблемы в корне жизненные не решит. Нет универсальной формулы у людей, к сожалению или к счастью, нет универсальной формулы, которая помогает со всеми жизненными какими-то проблемами. Но, тем не менее, то, что я сегодня вам предлагаю, поможет вам успокоиться на какое-то время. А успокаивает нас что? Порядок или упорядоченность. Всякий раз оказываясь в какой-то кризисной или застойной, просто неприятной, вялотекущей, психотравмирующей ситуации, мы закапываем себя еще дальше бесконечными метаниями. Мы всегда мечемся. У нас перемежаются активные действия с пассивностью, обреченностью. То мы готовы принимать помощь, то активно ее отвергаем. В итоге остаемся всегда на месте. В итоге остаемся каждый сам для себя теми самыми, лебедем, раком и щукой. То есть мы свои ресурсы, время, силы, физические, эмоциональные, все растаскиваем в 3 разные стороны. В итоге, опять же, нисколько себя этим не спасая, а только теряем время. Должна сказать, что изобретение это вовсе не мое. Я его подсмотрела у одного иностранного психолога, но у него многочасовая лекция на эту тему. А я решила в таком упрощенном, популярном варианте вам это все изложить, чтобы было нам всем интересно и полезно. Потому что мне кажется, что у меня тоже есть в жизни какие-то темы, над которыми нужно серьезно подумать. Итак, суть метода состоит в том, что вам нужно выбрать одну из жизненных концепций. Жизненная концепция или подход к жизни. Итак, перечисляю 3 жизненные концепции. Принимаете одну и следуете ей. Первая, если у нас название маг, дурак и король пентаклей, значит, первая маг, то есть концепция это будет магическая. Если вы принимаете эту концепцию, то вы соглашаетесь со следующим тезисом. Я являюсь абсолютным волшебником в своей жизни. Сам для себя феей, джином, исполняющим желания, сам для себя являюсь золотой рыбкой, обладаю той самой волшебной палочкой. В общем, все явления материального мира счастливые под моим контролем. Я все делаю для себя, все в моих руках. Никто, ни высшие силы, ни Бог, ни ангелы, ни дьявол, ни другие люди не в состоянии мне ни помочь, ни помешать. В общем, я маг. Я все могу. Это магическая концепция. Давайте так ее и назовем, по названию карты. У нас же здесь все отсылки и связи идут к Таро, естественно, предсказательной системе, потому что в основном мы гадаем. Основная цель нашей встречи – это, конечно же, поотвечать на ваши вопросы. Значит, принимаете эту магическую концепцию. Дальше что вы делаете? Например, вы хотите сейчас кризис в работе, в профессии залатать у себя,
И если вы приняли магическую концепцию, дальше, буквально с этого же дня, вы начинаете делать, делать и делать, выбирать, выбирать и выбирать. То есть постоянно что-то делаете для того, чтобы там найти работу или найти место учиться по потребностям, да? Выбрать бизнес, направление в бизнесе. То есть вы отправляете резюме, если нужно учиться, идете учиться. В общем, полностью воплощаете это свое желание и свои мечты своими материальными действиями, вот в объективном мире. То есть именно делание такое настоящее, практичное, без нытья, без закидывания глазок наверх, без молитв и медитации. А вторая концепция, она у нас, как же я ее хотела назвать, фаталистическая. Фаталистская или фаталистическая, думаю, здесь можно и так сказать, да. Здесь я привожу, как аналогию провожу с картой дурак, хотя эта аналогия очень неточная, но мне просто понравилось сочетание, как это звучит для названия, понимаете, да. Вот, если вы принимаете фаталистическую концепцию, то ваша, значит, идея жизни, вашего спасения из кризиса состоит в том, что вы сами как раз-таки ни на что не влияете на ход событий, ничем помочь сами себе не можете справиться, ничего не... В общем, ничто не в вашей власти. То есть вы вообще ни разу не маг оказываетесь, а только лишь в руках судьбы. В общем, вы, ваши дела, ваши проблемы и выход из этих проблем, это все в руках судьбы. То есть вы полагаетесь на волю высших сил абсолютно, да, фаталист. Вот у Михаила Юрьевича Лермонтова есть прекрасная повесть, хотя, по-моему, это часть другого произведения. «Фаталист» называется. Там про офицера, который верил в судьбу. В общем, знаете, наверное, да. То есть фаталист — это человек, который полностью полагается на судьбу. Чего быть, того не миновать, как будет, так будет. Судьбе лучше известно и так далее. И вот я вам предлагаю, если вы участвуете в нашем эксперименте, тоже в части вашей жизни или в жизни в целом, можете принять вот эту фаталистическую концепцию. То есть полностью эти вожжи своей колесницы судьбы вы отпускаете и полностью полагаетесь на высшие силы. То есть говорите, что все сложится само. И в этом случае, если вы принимаете сейчас вот эту вот концепцию фаталистическую на месяц, я почему-то мне кажется, срок продолжительностью в месяц, или чтобы это было поэтичнее, лунный месяц, например, сейчас полнолуние, да, от полнолуния до полнолуния. Я буду фаталистом, вы говорите себе. Тогда все, вы полностью ничего объективно не делаете. Если искали работу, вы это бросаете, все, никаких резюме не посылаете. Если искали женихов, закрываете там все эти сайты знакомств, никуда не ходите. В общем, никаких действий. Вы можете только молиться, медитировать, мечтать, рисовать карту желания. То есть никаких объективных действий. Все, вы сидите и ждете милости от судьбы. Вот такая история. Это вторая теория. И третья, естественно, нужна будет. А третья, я ее назвала придворная. Опять же, по аналогии, есть придворная карта в колоде Таро. То есть вы представляете себя таким участником жизни некоего двора. Представляете себе, да? Круг придворных. Это сколько-то человек, всегда довольно ограниченный круг. И это люди, которые зависят друг от друга. Каждый из них, положение и благосостояние любого из них зависит от коммуникации, от связей качественных, количественных с другими людьми. Соответственно, если вы принимаете вот эту концепцию, придворную или сапиентную, ее можно даже так назвать по-грамотному, то вы тогда в этой жизни, в части, полагаетесь на других людей. То есть вы считаете, что другие люди вам помогут, должны они вам действительно помочь или могут помочь. Это сейчас не принципиально, насколько вы там навешиваете должествование или обременяете, да, кого-то ожиданиями. Это сейчас потом в другой программе мы про это поговорим. Сейчас вы как будто бы ответственность в части за свою жизнь перекладываете на других людей. Кто-то на родителей, если молодой человек, там какой-то подросток, да, может на родителей все переложить. Для большинства взрослых уже родители не актуальны. Соответственно, это начальники, друзья, знакомые, какие-то персоны по 11-му дому. То есть это могут быть и психоаналитики, и
подсказки каких-то адвокатов, брокеров, ну, в общем, знаете, посредников, разных людей, которые профессионально нам в чем-то помогают. Вот. Такая придворная теория. И вы ожидаете все от других людей, спасения. Очень, да, кстати, если вам нужно спасение в личной жизни, если у вас, например, застой в отношениях с каким-то конкретным Васей, то вы, согласно вот этой придворной теории, перекладываете всю ответственность за будущее любви на Васю. То есть вы считаете, что Вася должен писать, звонить, вас возвращать, договариваться, мириться, строить планы, вкладываться и так далее. Может быть, и третьи лица какие-то, которые вас должны, там, опять же, и помирить или познакомить с кем-то и так далее. Если вы принимаете эту концепцию, то вы тогда что должны делать? Да? Сказали, в первом случае что-то делать, ковать своими руками, с первой концепции. Во втором случае ничего не делать, только молиться. А в третьем случае нужно обратить внимание на ваши связи. То есть нужно сделать какую-то инвентаризацию своих знакомств, посчитать, может быть, выписать прямо на бумажку, как я всегда советую, с кем вы знакомы, кто вам для чего может пригодиться, какие люди вот в данной конкретной ситуации могут вам помочь и спасти. Это вообще в любом случае, на любом этапе жизни помогает, да? А вот знать свои связи, свои как бы человеческие, именно придворные ресурсы, да? А вот, ну, особенно актуально может быть для вас сейчас. И, естественно, если вы эту концепцию, этот подход к жизни сейчас выбираете, вот придворный, то связи нужно и расширять. Самое время задуматься о том, где вам взять новых полезных знакомых. Вот так вот. Понравилась вам идея? По-моему, она просто блестящая. Опять же, повторюсь, вашу проблему в корне, в принципе, вот само это упражнение не решит, но это позволит вам успокоиться. Представьте, если вы уже сильно нервничаете на определенную тему, например, с поиском той же самой работы, да, то есть отчаялись, не понимаете, что вам делать, ресурсы, время, нервы, все уходит в никуда, результата никакого нет. То есть, если вы себе на месяц скажете, так, все, я фаталист, я полагаюсь на судьбу, моя работа меня сама найдет. И вы целый месяц ничего не делаете. Смотрите фильмы, уезжаете отдыхать куда-то, гуляете, на свидания опять же ходите, на какие-то, если есть с кем, да? Вот. А работу пусть вам судьба найдет. Вот так вот. Представьте, мне кажется, что это на целый месяц разгрузит психику, освободит ваши руки. Это даст вам какой-то такой своеобразный отпуск в заданной теме. А после вы можете концепцию поменять. Если вам результат не даст, вот то, что выбор ваш нынешний, да, через месяц, так, эта тактика не дает мне результата, в следующем месяце я, например, буду магом. Сейчас я дураком, буду магом, побуду магом. И будете активно действовать. От чего, опять же, хочу вернуться, от чего зависит, какую концепцию выбрать, какой подход к жизни в данный момент? Это и от качества вашей проблемы, то есть какая она, как вам кажется, как легче она решится. Зависит от вашего характера. Есть люди, которые легко полагаются на судьбу, как правило, у них водные гороскопы или водно-воздушные. А есть, опять же, люди, которые вот не могут усидеть на месте, им все время надо делать. Люди, которые верят в себя. Это, кстати, результат такого очень своеобразного детства. Если вам все время что-то надо делать, и если вы доверяете только себе, это значит, что у вас в детстве не было надежных взрослых, не на кого было переложить свои детские проблемы, не было кому пожаловаться, никто не заступался, не помогал в детстве. Поэтому мы такие вот пассионарии вырастаем, понимаете? Все сама, в избу горящую сама, коня на скаку сама и так далее. И, естественно, карты Таро. Вот если у вас есть карты, мне кажется, сейчас они вообще у всех есть, потому что это такое очень популярное развлечение, правда? И возьмите карты. Вам нужна подсказка, например, определиться, вот какой подход к жизни у вас сейчас должен быть. Вот я даже, может быть, это сделаю. При вас или... Давайте при вас прям, да? А то я вам гадаю себе, может быть, в прямом эфире погадаю тоже. То есть почти любая карта Таро ответит вам на вопрос почти однозначно. Какую концепцию вам выбрать? То есть кто вы, маг сейчас, дурак или король пентаклей? Ну, имеется в виду не вы, а какой подход к жизни для вас наиболее спасительный сейчас, да? Почти любая карта. Так, ну, опять же, понятно, если маг вам выпадает
Это значит, что вы должны быть активны, полагаться на себя. Если выпадает дурак, хотя, опять же, там не все однозначно, ну, значит, вы можете положиться на судьбу, хотя там более уместно, наверное, колесо фортуны, колесница, звезда, множество, очень многие карты из числа младших арканов тоже подходят по ситуации. А если выпадают придворные или фигурные карты, неважно, там королева, рыцарь, паж, может быть, даже. Это все советы обратить внимание на людей. Где-то рядом с вами есть люди, которые вашу такую трудную, неразрешимую проблему прям как руками разведут. Мечта же, да? Уметь помогать другим хорошо, но уметь просить о помощи, пользоваться чужой помощью. Ведь это тоже важное умение. Люди, которые большого успеха в жизни добились, они всегда только с помощью других это делают. Ну, давайте посмотрим. Вот я сейчас себе достану одну карту, а вы можете присоединиться. И она будет тогда для вас тоже эта карта. Кто что выпадает? Перевернулась. Ну, для нас это не актуально. Туз кубков. Ну, кстати, достаточно однозначный ответ. Туз кубков обозначает подарок. Вот мне карты советуют принять сейчас ту самую фаталистическую, пассивную позицию в заданном вопросе, потому что я-то задала конкретный абсолютно вопрос, прям такой довольно узкий, жизненный, да, то есть говорят, ждите подарок, вам судьба вот подарит разрешение этой проблемы, независимо от ваших усилий. Ну что ж, я верю своим картам, я так и сделаю, значит, сама не буду лапками бить, подожду, что получится, месяц подожду, ну сколько-то подожду. В прошлой программе она называлась «Два теста на любовь», что-то такое. И я рассказала о том, как просто вы можете проверить свои чувства, можете ответить на вопрос сами себе, люблю ли я этого человека, ну и более или менее примерить, любит ли этот человек вас. Два критерия любви я там назвала. Первый – это готовность отдать себя или нечто ценное ради любимого человека. Второй критерий – это наличие выбора более или менее обширного или свободного. Многие со мной согласились, многие категорически не согласились. Самые интересные комментарии и вопросы я хочу вам прочитать и хочу вместе с вами их пообсуждать. Знаете, больше всего для меня, например, было лестно и ценно то, что некоторые зрительницы написали: спасибо вам большое, с помощью вашего теста, с помощью вот этих вот ваших критериев, признаков любви, я очень легко разобралась, люблю ли я человека, там, с которым встречаюсь или живу, или нет. Вот для меня это очень-очень ценно, потому что, ну, это правда откровение, это правда такая помощь. Кстати, даже я с собой разобралась благодаря этим признакам и критериям. И вот абсолютную истину, абсолютную непридуманную истину, стопроцентную написала нам, прислала Метида, прошу прощения, Метида Зевс. Вот послушайте, кто не согласен, тоже можете новые гневные комментарии присылать. Да никто никого не любит. А в прошлой программе речь шла именно про любовь романтическую, я повторяю, любовь мужчины и женщины, там, в семье, не в семье, неважно. Да никто никого не любит, пишет Метида. Выдуманный термин ради размножения и пропаганды эволюции рабства. И вы знаете, вот это голая, но правда. Вот это, истина прямо в последней инстанции. Потому что на самом деле действительно любовь, вот эта романтическая любовь, это явление и даже термин, это слово придумано очень-очень недавно. Ну, представьте, люди живут, вообще люди, вот в том виде, вот такие люди, как мы с вами, ну, физиологически, вот с такими ручками, с такими ножками, говорящие, все вроде бы понимающие относительно. Люди живут, но тут антропологи расходятся во мнении, да, кто-то от 50 до 300 тысяч лет. Представляете, какая громадная история, бесконечно. Даже мысленным глазом не окинешь, что вот 300 тысяч лет уже живут вот эти люди. И представьте, что вот все это бесконечное время, так много-много времени, они понятия не имели про любовь. Вообще не задумывались и слова такого не придумывали. И ничего такого не было.
О том, что есть или может быть любовь между мужчиной и женщиной, конечно, люди совсем-совсем недавно, по историческим меркам, это вообще миг задумались. Там, ну, зачатки, какой-то мизер, может быть, в античные времена, хотя тоже там не встречается особо, да, там в Средневековье, что тоже очень близко к нам, не 50 тысяч лет назад, а вот несколько столетий. И считается, что вообще как культурный феномен понятие «любовь» сложилось всего сколько? 150 лет назад, в середине 19 века. Вот так. До этого не было ничего, потому что действительно каждый из нас – это продукт эволюции, это продукт разных видов отбора. И у нас у каждого есть функции. И вот в эти функции разделяются у нас пополам, по половой принадлежности. И вот в эти функции именно любовь или обязанность кого-то любить или быть с любимыми, ну, абсолютно не входит. Потому что функции женщины в том, чтобы выращивать потомство, а функции мужчины, вот сейчас внимание всем поборницам нравственности, функции мужчины в том, чтобы обеспечивать видовое разнообразие, в том, чтобы разносить семя, то есть геном, набор хромосом, как можно дальше, опылять как можно большее количество самых различных самок, яйцеклеток, то есть мужчины для обеспечения вот этого видового разнообразия, без которого эволюция невозможна. Вот для этого мы, друзья, живем скучно, пресновато это, ну не знаю. А дело в том, что все более или менее мы с этими основными функциями-то как-то справляемся, и потомство вроде растим, и мужчины, слава богу, дома при одной жене не сидят, да, в основном, а опыляют, обеспечивают, поддерживают эволюционные процессы. А это все к вопросу о верности. Помните, мы с вами говорили о верности, и там тоже такие были категоричные комментарии, но на самом деле мужчину за неверность осуждать нельзя, потому что он свою главную биологическую функцию таким образом выполняет. Это все равно, что осуждать женщину за то, что она заботится о детях. А любовь – это, безусловно, роскошь. Достается она редким, не всяким. Ну и слава богу, иначе бы мы ее так не ценили, если бы она у каждого была вот такая любовь, как я сказала, когда ты жизнь готов отдать, да? Если бы она вот у каждого или через одного бы была бы в жизни, то этот продукт бы абсолютно обесценился. Мы бы вообще ее бы не ждали, о ней не говорили, правда? А так каждый может купить Hyundai себе, правильно? Хотя бы в кредит. А Lamborghini, слава богу, единицы только. Вот любовь – это как Lamborghini, понимаете? И не надо, чтобы все на них ездили, понимаете? Поэтому, Метида, мы с вами, вы сказали вот истинную правду. Все, после этого можно закрывать мне программу и все, больше на эту тему не говорить. Потому что действительно, так если вдуматься, если практично, по-научному подойти, любви никакой нет и быть не может. Но мы все равно продолжаем о ней говорить. Почему-то, да, так. Пушкин же говорил, писал про любовь. Хотя Пушкин тот еще был разноситель хромосом. Так, Ольга Тиняева. Мне понравился еще комментарий. Если мужчина примет от вас эту почку для своей мамочки, то он вас точно не любит. Вот много комментариев на тему почки. Это называется доскреблись, понимаете? Вот люди доскреблись, зрительницы доскреблись именно до почки. Потому что я привела такой вот пример. Мне кажется, просто он очень экстремальный и понятный. Там отдашь ли ты почку свою, если тебе понадобится любимый человек. На самом деле тут примеры самые разные можно приводить. А вот конкретно строго про вашу почку речь не шла, я ни на какие органы абсолютно не претендую, но проблема данного комментария и всех похожих в том, что здесь абсолютно идет непонимание предмета. Вот этот мужчина что-то от вас берет, значит, он вас точно не любит. Вот смысл в том, что любит вас мужчина или не любит, ни при чем. Мы взаимность в этой теме не обсуждаем. Пересмотрите, если нужно, прошлую мою программу. Разве там речь идет о взаимности? Я ни полслова на эту тему не сказала. Я вам предлагаю тест, с помощью которого вы измеряете свои чувства.
к другому человеку. А если вы, измеряя свою любовь к другому человеку, заботитесь даже еще раньше о его чувствах, о взаимности, любит ли он меня, то это вы уже торгуетесь. Тут о любви речи вообще не может идти, понимаете? Там, где любовь, я же говорю, как раз в этом же смысл главный. Любовь не торгуется. Вы отдаете почку, жизнь, все свои деньги другому человеку, абсолютно ничего не предполагая взамен. А вы пишете, а он вас тогда не любит, если он у вас что-то берет. Но это просто непонимание предмета разговора. А мерить любовь взаимностью, это дискредитирует само чувство. Понимаете? Как только вы торгуетесь о взаимности, а он мне что? Я вот его полюблю, я думаю, проблема большинства, наверное, современных людей. Вот я кого-то полюблю, вот, и все. А он-то меня полюбит или нет? А я тогда не буду. Ну, вот это вообще, понимаете? Не надо продолжать, это уже не любовь, а черт знает, что такое. Вот. Ольга Рыбакова пишет, прекрасное, тоже такой тезис, стопроцентная правда, не поспоришь. Если мужчина готов отдать женщине все, значит, он ее любит. А если женщина готова отдать мужчине все, значит, она его мама. Все, мы все согласны. Далее. Альта пишет, Альта, и тоже истинную правду. А мне кажется, это совсем не любовь, она у всех разная. Это просто глубоко порядочные люди, которые просто сильно привязываются к другим и любят быть героями. Да, вот я думаю, порядочные люди, потому что если мы уж дальше начнем там копаться в человеческих привычках, да, и в порядочности человеческой, я думаю, что вот настоящий порядочный человек, он, в общем, должен не задуматься отдать жизнь и за незнакомого человека. Не то, что за любимого, да, а за незнакомого. Сколько мы знаем таких примеров. Там герой тонет ребенок, какой-то школьник сам раздевается, не глядя, бросается тоже там в речку, спасает. То есть, ну, они не знакомы, жертва и спаситель, да, то есть тут речь о любви ни о какой не идет. Но это благородство души, это благородство души. Ну, в идеале все люди на планете Земля должны быть такими, конечно, конечно. Вот. Это истинную правду. И любят быть героями. Ну, а зачем жить тогда, если ты не любишь быть героем? Надо любить быть героем. Надо. Редкое тоже качество, но есть какой-то идеал, к которому мы стремимся. Может быть, эволюция когда-то нас дорастит до этого, чтобы все хотели быть героями. Представляете, в какой цветущий сад превратится планета, если все захотят быть героями. Гуль написала. Очень интересная тема. После ваших слов оцениваешь свои отношения и подход к людям. И вы знаете, спасибо за такой комментарий. Да, это ценно, ради этого я и, собственно, работаю, снимаю эти все видео, чтобы кому-то в чем-то помочь. Интересно, что я вот по этому критерию, ну, по двум, но в основном по вот этому критерию, отдать почку, да, как-то прокрутила свою жизнь, свои какие-то романтические отношения, которые были очень-очень давно, естественно. Вот. И даже я докопалась, вот я циничная, продажная, практичная, неверующая, да, и то я докопалась где-то в глубинах своего романтического любовного прошлого, выкопала одного какого-то человека, которого я, как выяснилось, ну плюс-минус, наверное, любила, потому что вот я ему бы что-то отдала бы. Другое дело, что этот человек был дьявольски богатый, ни в чем не нуждался, может, поэтому не сложилось, что мне нечего было ему дать. Но все-таки вот как-то это тоже такое откровение. Далее, смешной комментарий. Смешной вот в чем. Марина Петухова пишет. В молодости любовь возникает, терять нечего, сам ничего не имеешь, а тарелку супа налить или шарфом поделиться несложно, а когда проживешь лет 30, то любить себя начинаешь, и отдавать даже тарелку супа не хочется, пенсии маленькие. Но смешная часть комментария вот какая. А мужчины в этом возрасте страшные, эгоисты, самодуры, и как можно их любить, отдавать почку, вообще непонятно.
Вот я полностью с вами согласна. Женщины тоже, ну, мы не хорошеем с возрастом, да? Но мужчины, вот такие обычные, не кинозвезды, да, там не Киану Ривз, в его 50, сколько там ему, 3-4, не знаю, вот, а обычные такие вот мужички, которые на улицах, особенно не Москвы, но Подмосковья встречаются. Ну, они ужасны в 50, я хочу сказать, прям ужасно, ну, прям фу-фу-фу. И даже какие-то более-менее следящие за собой мужички из Инстаграма, там, я иной раз вообще смотрю в Инстаграме, кто-то что-то показывает, они там, кто мышцы, кто наряды, говорит, вот мне 50. Ну, я смотрю и прям, ну, фу-фу-фу, ну, ужас. Ну, они ужасные в 50. Прям не предмет для вожделения уж точно. Вот Лилия Ахметова тоже задумалась. Ну, конечно, я не прошла тест на настоящую любовь ради своего нынешнего любимого человека. Уж не знаю теперь, в кавычках, любимый он или нет. Я бы точно не отдала деньги, здоровье и жизнь, тем более, и вообще грустно стало. Поэтому хочется спросить у карт, встречу ли я такую настоящую взаимную любовь. Веры в это становится все меньше, а хочется обрести своего человека, выйти замуж по любви, как это говорят, удачно. Лилия написала, что ей 28 лет. Спасибо, Лилия, за правду, за то, что вы вот прошли тест и признались в том, что вы его не прошли. А что я хочу сказать? Я прям сразу же, чтобы потом не забыть, спрошу карты для вас. То есть получится ли вам встретить вот такую прям настоящую любовь за большой буквы, а нынешние отношения есть, и вы следите за тем, все-таки, чтобы они вам не закрывали проход в счастливое будущее. Потому что высшие силы, когда вы состоите в каких-то отношениях не идеальных и ждете кого-то получше, как многие, к сожалению, мне кажется, это вообще вот, ну, просто не надо, запрещенный какой-то формат в жизни. Но высшие силы могут посмотреть на вас сверху, на вашей макушке, две спящие на одной подушечке, да, посмотрели и сказали, так, у этой девушки, конкретно у Лилии Аметова, простите, неправильно прочитала фамилию, у Лилии Аметовой мужичок-то есть, значит, мы ей никого посылать не будем, вот и все. То есть файл с таким именем у вас уже существует, любимый, пусть даже в кавычках, мужчина. И это может очень блокировать знакомство новое. Я думаю, опять же, у многих так именно происходит. Живу с мужем, непонятно зачем, да, вот читаем же мы такие комментарии, мне на почту приходят такие письма. Живу с мужем, любви нет, что-то вообще ничего нет, живем как соседи, выйду ли я замуж по любви. Ну а как? Ну а как высшие силы догадаются, что вы хотите встретить вашего принца, если у вас вы живете в одной квартире с официальным мужем? Нет. Ну, для Лилии давайте, чтобы нам сразу ответить. Присоединяйтесь к этим вопросам тоже, если у вас похожий вопрос, если вы хотите встретить любовь только с большой буквы Л, а не вот такую, когда никому ничего не отдам. Такого не надо. Так, вообще Лиле 28 лет. Лиля дитя у нас. По календарным меркам Лилия дитя, переворачивается, это не обращайте внимания, это что-то кошки, наверное, уронили просто. Ну, не такие простые карты выпадают. И, кстати, мне кажется, это как раз вот для Лилии намек на нынешние отношения. Здесь есть рыцарь мечей, это, возможно, как портрет вашего нынешнего мужчины. Определенный какой-то кризис и не свобода выбирать. В общем, к сожалению, Лилия, ну как, вам 28 лет, у вас все еще спереди. Вы там можете еще... Это для встречи любви у вас еще огромный такой временной коридор. Не то, что у некоторых, да? Вот, поэтому... Но сейчас что-то... Ваш вопрос просто, понимаете, он какой-то совсем не актуальный. Аж 3 карты, да? 3 карты масти мечей выпадают. Это и такая подсказка... Ну, во-первых, не теперь, явно. Вы очень мало влияете на ситуацию. То есть возьмите вы теперь, например, примите, если вы сейчас примете на себя магическую даже вот эту позицию из первой части, да, программы магическую, и броситесь активно устраивать личную жизнь, например, зарегистрируйтесь на сайтах знакомств, там, будете куда-то ходить, где мужчины водятся,
на скачки. Я всех отправляю на скачки. Ипподром — самое жирное место в этом смысле. Вот. И вы ничего не сделаете, ничего не найдете, потому что кризис в личной жизни наблюдается у вас, кризис, и не последнюю роль в нем играет, в этом кризисе играет конкретный человек, видите, рыцарь мечей. Рыцарь мечей, то есть какой-то мужчина здесь есть рядом с вами, но он как раз вас и не пускает в эту самую будущую новую счастливую жизнь. То есть надо разбираться. Карты, конечно, не говорят вам «нет». Карты не говорят, что вы вот все, теперь всю жизнь вас не будет любви. Но не теперь, и вам надо с настоящим разбираться. Потому что какой-то очень большой блок стоит. Кстати, когда вот так вот вместе концентрируются карты масти мечей, это еще и намек на магию. Тоже постарайтесь как-то это заметить, исключить. То есть какое-то, может быть, магическое воздействие, которое вас как раз и не пускает никуда. Далее тоже Ирина Кандалинцева пишет: благодарю, Ольга, прямо гора с плеч. Не люблю, оказывается. Мы оба друг друга не любим. Хорошо, что поняла. Спасибо, Ирина, что написали этот комментарий. Тоже вот у меня ощущение, что я не зря все это делаю. Но вы так емко, так лаконично и так трогательно это написали, что ваш комментарий целиком хочется поместить на футболку, да, напечатать. Гора с плеч, не люблю, оба друг друга не любим. Хорошо, что поняли. Вот. Светлана Воронкова тоже немножко разобралась. Только сейчас, в 55 лет, ответила на вопрос, кого люблю и для кого готова. Я, кстати, получается, видите, тоже только после 50 докопалась до этой истины. Победитель нашего марафона, зрительница, которая прошла этот тест. Помните, что название прошлой программы — тест, который вы точно не пройдете. Ну вот, потому что я-то знаю, что никто не пройдет, потому что все ничего не отдадут, мы ничего не отдадим, мы все такие. Но вот у нас есть зрительница NB, она, к сожалению, не написала полное имя, хотя мы должны знать, страна должна знать своих героев. NB пишет: без проблем, тест прошла. Не знаю, можно ли с этим поздравлять. Думаю, иметь такое чувство — это и дар, и испытание. NB, дорогая, мы вас поздравляем. Безусловно, поздравлять можно и нужно, потому что вам, в отличие от большинства, в отличие от всех нас, достался пирожок с начинкой. Вот представьте себе, условно, да, мы с вами все зрители, вся аудитория программы «Вопросы и ответы», и я тоже здесь в вашем кругу. Мы начинаем жить. И с огромного блюда с пирожками разбираем каждый по одному пирожку. И вот нам всем достались пирожки без начинки. Они нормальные, они съедобные, они, может быть, вкусные даже все. Ну, без начинки в виде любви. Ну, нету там любви. Ну, нет этой без начинки. А вам, NB, достался одной, представьте, из вот там скольки, большой довольно аудитории программы, а вам одной достался пирожок с начинкой. Ну разве это не повод порадоваться? Мы мысленно с вами. Ну и теперь самое главное, самая любимая часть программы. Я гадаю вам на картах. Новым зрителям хочу сказать, многие спрашивают: а куда писать вопрос, чтобы вы погадали? Прямо сюда и пишите в комментарии под программой. В следующей программе у вас есть шанс, если мне ваш вопрос понравится, я его выберу, то я вам погадаю. 3 карты я достаю как бы ответом на вопрос. И еще раз спасибо вам большое. Меня очень вдохновляют ваши комментарии. Вообще мое любимое. Я, знаете, так оставляю даже на десерт. Ну, раз прям себя бью по рукам, лишний раз не заглядывать в эти комментарии. Это у меня как такой вот момент релаксации, да, вот я открываю комментарии, читаю, мне так нравится ваша история, я так живо вас всех представляю, когда вы вот описываете свою жизнь. Есть очень интересные комментарии, которые я, кстати, не читаю в эфире, потому что они слишком большие, объемные, а комментарии такие, что вот просто в книжку сразу надо писать. Галина Мамонова спрашивает карты вот о чем. Во-первых, Галина хвалит
автора канала. Спасибо за доставленное удовольствие. Хочу спросить у карт больной для меня вопрос. Моя дочь Алена в браке 4 года, ей 28 лет, и никак не могут родить. Уже лечились, надо и не надо. Пожалуйста, спросите у карт, будет ли беременность в этом году. Ну, понятно, очень корректно для карт вопрос. Галина ждет внуков, что тоже похвально. И понятно, будет ли беременность у Алены. Раз. Да. 3. Опять же, то, что переворачивается, не обращайте внимания, это просто случайно так получилось. Что-то люди у нас здесь выпадают. Новости. Боюсь, что напрямую, вот знаете, так вот с гарантией иногда бывает, что однозначно беременность — это вообще такая тема, которую карты любят раньше других прям предложить. Ты еще не спросила, а тебе раз и выпадает беременность, там ребенок. Тут такого нету. Однозначно. И в то же время карта не описывает какой-то большой проблемы. То есть, что там путь закрыт, не будет. Нет, таких пугающих вещей нет. Есть какие-то новости, связанные с этой темой, но новости скорее такие, не то что плохие, но они побуждающие к действию. Да? Новости. Вот, например, такой новостью может стать диагноз. Доктор говорит, что беременность возможна, но мы нашли там какие-то маленькие трудности и вот изобрели для вас способ лечения какой-то. То есть эта история не стоит на месте, будут новости, будут паша мечей. То есть это откровение, что-то, вон оно что. То есть если прежде врачи, например, не могли увидеть, почему, то тут они увидят. Девятка кубков в целом описывает эмоционально комфортные разные ситуации. То есть здесь видно, что ни Алена, ни ее муж, ни, наверное, будущая бабушка Галина, никто не страдает. Все спокойно занимаются своими делами, ждут каких-то правильных, хороших новостей. Ну, а королева жезлов — это необходимость делать. А королева жезлов всегда на любой вопрос говорит, что появится работа. То есть вот появится именно какая-то работа, работа, которую надо сделать, чтобы наступила эта беременность. Работа — это, как правило, план лечения, план каких-то процедур, которые надо, куда-то походить, делать, вот конкретно что-то делать, там, соблюдать, может быть, специальные диеты и что-то еще. Вот. Поэтому такие хорошие новости. Вы знаете, что делать. Узнаете, что делать. А самой беременности тут как раз нету. А в этом году. Вот это мне прекрасное. Тут вопроса нет, но южное солнце. Я с вами уже 8 лет. Спасибо, что вы есть, пишет Южное солнце. И вам тоже спасибо, что вы смотрите так долго мой канал. Меня Вселенная оберегает от отношений уже 3 года. Вот посмотрите, какой мудрый подход, да? Вы говорите в основном со слезами. Вот, меня там Вселенная меня обкрадывает, не дает мне любовь. А тут, посмотрите, ситуация та же, а подход наоборот, с точностью наоборот. То есть альтернативный подход. Вселенная оберегает от отношений. А ведь действительно эти самые отношения иногда бывают такие, после которых думаешь, хоть бы меня до конца жизни оберегала Вселенная, чтобы только вот неподобного. У меня было такое. И зато хорошо идет карьера. И благодарю Вселенную за свободу и спокойную, приятную жизнь. Венера моя убитая в хлам, поэтому уже и не надеюсь на подходящее знакомство. И так хорошо. Мне понравилось вот это выражение. Убитая в хлам Венера. Если Южное солнце вы позволите, я это буду использовать в своих гаданиях, например, да? Буду говорить убитая в хлам Венера. И тоже, кстати, чем не надпись для футболки, правда? Я скоро вообще планирую для себя, для частного пользования, естественно, не для продажи, что-то напечатать на футболочках. В этих футболочках появляться в эфире, да? Ну вот, прекрасная фраза. Венера убитая в хлам. Хорошо ходить по улице, да, по всяким злачным местам, чтобы никто не подошел. Это как предупреждение.
Венера убитая в хлам, спроса с меня никакого нет. По-моему, это прекрасно. Это перл, это шедевр. Ирина Артемова спрашивает карты. Вы тоже, пожалуйста, напоминаю, что вы можете присоединяться к любому вопросу. Это будет гадание для вас тоже. Иногда так даже лучше, когда ты коллективно с другим человеком входишь в вопрос. Состоится ли этим летом моя поездка в Грузию с молодым человеком, от которого поступило это неожиданное предложение? В каком ключе эта поездка пройдет для Ирины? Раз, вопрос про поездку. Два, три. Очень много беспокойства. Этот молодой человек, который вас зовет в эту поездку, он очень беспокойный, ревнивый, хлопочет о вашем внимании. В целом карты неплохие, по крайней мере, они там никакого обмана, никакой опасности не предполагают, конечно же, для вас. Но напрямую дороги здесь нет карты. Карты хорошие в целом, вот они для каких-то новых отношений, в принципе, подходящие. Но здесь нет чего. Дороги как таковой. Нет ни одной карты, которая вот прям включает в себя колеса. Солнце в центре внимания. Карта говорит о том, что в принципе ситуация очень понятная для вас, ясная, какая-то вот такая вот прозрачная, то есть никаких тайных, по крайней мере, намерений у этого молодого человека нет. Нет особо крупных препятствий, судьба не выставляет для этой поездки. Можете смело в нее отправляться. Вообще считается, что Солнце отвечает «да» на любой вопрос. Поэтому мы говорим, что да, ваша поездка состоится. В каком ключе? Но она будет счастливой, жаркой, теплой, потому что в Грузии, наверное, летом тепло. Я так подозреваю, иногда слишком даже. Вот. И здесь есть какая-то идея, какая-то тема тщеславия. То есть это как трофейная поездка для кого-то. Например, молодой человек везет вас в Грузию, чтобы похвастаться там же, в той же Грузии, например, перед своими друзьями или родственниками вами, что вон я с какой девушкой. Да? То есть 5 и 6 жезлов. То есть тут вопрос о том, что сама поездка или сама идея ваших отношений для кого-то это предмет гордости и такое жажда утолить тщеславие. Вот в таком ключе пройдет ваша поездка. Тепло, радостно, изобильно, счастливо. Далее Ксения Реброва. Такой довольно популярный вопрос задает. Я думаю, тоже вы можете присоединиться. У многих такой вопрос. Ксения Реброва спрашивает. Спросите у карт, какие чувства на самом деле испытывает ко мне Артем. Что он чувствует к своей жене Людмиле? И любит ли Людмила Артема? 3 карты достаем вот в том порядке, в каком вы назвали вопросы. Итак, первый вопрос. Какие чувства испытывает Артем к Ксении? К автору вопроса. Одна карта. И это карта Король мечей. Король мечей, знаете, для любви не однозначно и не очень хорошая такая карта вообще-то. Потому что чувства, ну какие-то есть, потому что карта крупная и она очень эмоциональная. Король мечей, он много знает, много чувствует, много планирует. Он какой-то такой вот активный, по крайней мере, ментально, интеллектуально активный. Но это не любовь, во-первых, не романтика в чистом виде, и это не серьезное намерение. Вот что я могу сказать. А как правило, девушки же именно этого ждут, чтобы парень влюбился и чтобы жениться хотел. Король мечей не хочет ни того, ни другого. Вы ему зачем-то нужны, но по большей части, чтобы, например, командовать вами. Странно звучит? Нет. Мужчины очень часто заводят, так скажем, женщин, там, любовниц, каких-то подруг для самоутверждения, чтобы, да, самоутверждаться, чтобы покомандовать, чтобы почувствовать, чтобы кто-то слушался, кого-то чему-то учить, почувствовать себя начальником для кого-то, для какой-то девушки.
такая у него очень спорная позиция, ну прямо скажем странная. Понимаете, король мечей это такой очень казенный человек, это какой-то начальник. Начальник. Кстати, очень уместная карта, если Артем действительно ваш начальник, вот в буквальном смысле, на работе, например, начальник. Тогда это исчерпывающий вообще ответ на вопрос. Вот он начальник, и он испытывает к вам такие чувства, какие должен испытывать начальник. Что он чувствует к своей жене Людмиле, Артем? Спорит с Людмилой или с другими людьми как-то на ее счет, борется за ее внимание. Но это тоже не любовь, это тоже, знаете, чувства спорные, такие очень противоречивые. Понятно, что ему этот брак нужен. Какая-то конкурентная среда имеет место. Видите, это пятерка жезлов, конкурентная среда. То есть ему этот брак или эта жена нужны для поддержания конкурентоспособности, скажем так. Мужчина очень часто женится и вообще состоят в браке именно для этого. Я иногда пытаюсь эту тему касаться, и тоже мне, видите, комментарии такие несогласные прилетают. Потому что нет, они все романтичные белые зайчики, они все только по любви, как будто с неба свалились тетки. Вот. Поэтому, такие чувства, знаете, борется. Важно внимание ее, и она сама важна. Какие-то хлопотные, очень неспокойные, нервничает, скорее, как он относится к Людмиле. Вот он очень нервничает, боится, что ее могут увести, что ее могут отбить, например. Какую-то конкуренцию, что ли, чувствует. И любит ли Людмила Артема? Любит ли Людмила Артема? Пожалуй, что как-то не очень. Что, видите, все про ревность выпадает. Это парочка Артем и Людмила. Они не столько любят друг друга, сколько ревнуют. Ох, мы таких пар тоже очень много знаем. И мировая литература тоже много таких пар знает, да? А сколько ревнуют? А здесь есть какая-то неискренность, то есть она его обманывает. В чувствах, например, как-то притворяется, что-то скрывает от него. Может быть, не критически важно, но тем не менее. Вот. Она, может быть, любит его по-своему, но чувства очень какие-то, знаете, такие непрямые, неискренние, неоткровенные. Семерка мечей говорит о манипуляциях, о каких-то интригах. Она интригует. В общем, не знаю, это вся странная, хотела сказать, странная пара. Вот в браке Людмила и Артем. Странноватая такая пара, неблагополучная, безусловно. Но даже я бы сказала, что вся ваша троица, милая Ксения, она вся вызывает какие-то у нас вопросы, потому что отношение Артема к вам тоже, скажем, неоднозначное, мягко говоря, да, нетрадиционное какое-то очень. Хотя, скорее всего, это из-за самого Артема. Обратите внимание, вот при таких картах, да, 3 человек рассмотрели и все мимо, рассмотрите гороскоп этого самого Артема. У него должен быть очень своеобразный гороскоп. Просто своеобразный. Знаете, с каким-то перекосиком куда-то. Таких полно. Вселенная любит пошутить. Таким гороскопом некоторых людей награждает, что прям смотришь и думаешь, как же ты живешь-то, Господи, прости. Вот у него определенный какой-то очень специфический характер у мужчины. Поэтому так все странно. И, скорее всего, это не лечится. Вы знаете, натальная карта – это диагноз на всю жизнь. Это не лечится. То есть, если у него сейчас так, никаких нет шансов, что в будущем, там, в другом браке, например, в следующем, или там в других отношениях будет как-то по-другому. Нет, наоборот, с возрастом все усугубляются и рафинируются, и только хуже будет. Далее. В общем, что-то мы вам не рекомендуем этого Артема, да? Не рекомендуем. Комментарий такой очень-очень большой. Я бы хотела его прочитать. Он очень интересный.
Это просто в книжку. Ну, если останется время, потом вечером говорю. Потом в конце программы прочитаю. Так. Плава Лагуна спрашивает, получится ли по новой построить семью с бывшим мужем. Мы развелись, но опять вместе. Очень страшно, что это какие-то иллюзии, и дважды в одну реку войти невозможно. Инна и Сергей. Вообще, да, действительно, дважды в одну реку невозможно войти. Вообще сходиться с любыми людьми, мужьями, женихами, даже подругами после ссоры, после разлуки не надо, в этом никакого смысла нету. То есть древние когда-то сказали, давайте верить вообще вот этим вот изречениям. Вообще есть же список обязательной литературы, это не тот список, который нам в школе на лето давали. Есть список для всех грамотных людей, которые хотят нормально жить. Список рекомендованной литературы, куда входят книги, в том числе древних авторов, каких-то античных, средневековья отчасти представлено. Там же все сказано, там все сказано. Вот кто это сказал? Очень популярно, что нельзя войти в реку, да, невозможно дважды. Ну все, значит, не надо ходить туда, не надо возвращаться на прошлую работу, не надо возвращаться в прошлую компанию, не надо возвращаться на прошлое место жительства, в старый город, где откуда вы уже уехали. Не надо, это всегда плохо. Говорят, что бывают исключения. Ну, в теории они должны быть, как из любого правила. Ну, я не встречаю их даже. Встречаю я эти пары супружеские, которые, кстати, известные люди есть, популярные, да, которые очень этим хвастаются. Вот мы разошлись, 5 лет жили отдельно, потом сошлись, и теперь счастливы. Ну, посмотришь на них и понимаешь, что они несчастливы, они сошлись, потому что просто никто другой не попался и нужны друг другу там из-за денег, чего-то еще абсолютно не надо было, оно того не стоило. Поторопились люди, испугались, например. Так, я вас опять, как всегда, заговорила. Итак, Инна и Сергей, удастся ли им построить по новой семью? Раз, два, три. Это ну, неплохие карты. Неплохие. Насколько карты видят, я имею в виду срок, будущее, да? Хороший прогноз. Во-первых, то, что вы прозрели, вдруг очнулись и оказались снова вместе, это вам повезло. Это хорошо. То есть это какая-то удача. Туз мечей здесь рядышком торопит, говорит, надо быстрее это делать. То есть вот вы сошлись, ну так уж получилось, сошлись обратно, и сделайте все быстрее. Даже можете свадьбу сыграть вот как можно побыстрее. То есть успех этого вашего безнадежного предприятия, семья, привычка жениться, помните этот фильм прекрасный с Алек Болдуин и Ким Бессингер? Если кто не видел, это обязательно нужно посмотреть. Это просто шедевр мирового кинематографа, привычка жениться. Вот. Раз уж вы сейчас обдумываете этот вариант, делайте как можно быстрее, даже свадьбу быстрее играете, там, я не знаю, общую квартиру быстрее покупайте или съезжайте с ней. То есть успех вашего мероприятия этого зависит от скорости, как быстро вы сможете это сделать. Вот это все сделать, оформить, съехаться, поклясться друг другу заново, свежие кольца купить, старые выкинуть и так далее. Ну, а семерка, здесь Пентакли говорит, что ну, чего-то придется ждать. То есть это скорых абсолютных результатов не будет, но вы все равно продолжайте вкладываться, стараться. Очень хороший прогноз, намного лучше, чем я от себя вам сказала. Карты говорят, что, в общем, да. Но скорость, восьмерка жезлов, туз мечей, это две карты очень про скорость. То есть прям вот эти колебания, промедления, это все испортит. Быстро делайте все. Далее. Вот прекрасно, поскольку я, опять же, опрометчиво, ну не знаю, я привела в прошлой программе примеры, да, что вот любовь – это когда ты все деньги отдашь мужчине любимому. Многие тоже поняли буквально почку и деньги, я там сказала. И все тут гневные комментарии про почку и про деньги, про почку и про деньги. Хотя на самом деле я же там сказала, что о любых ресурсах идет речь, себя отдать.
Но вот прекрасный комментарий. Люблю таких оптимистичных людей. Вообще люблю людей, которые живут легко и умеют не жалеть. А она, боюсь, неправильно, Тугноло. Вот фамилия итальянская, что ли, не знаю. Пишет: ой, мой дорогой, оплачиваю своего итальянского супруга и не могу отказать. Ну как это прекрасно. Вот это хорошо. Вот это правильный, здоровый подход. Оплачиваю супруга. Прекрасно себе понимаю, что я его оплачиваю, что должна отказать, но не могу, потому что он вот такой итальянский, красивый, ухоженный, волосики набриолиненные, да, шарфик на шейке всегда, эпиляция идеальная. Ну как тут не оплатишь? Ну, конечно, оплатишь. Я бы тоже оплатила, если так сложилось. Юля Попова очень конкретный вопрос задает, тоже прекрасный конкретный вопрос. Вернут ли мне деньги? Заняла сестре немалую сумму. Вот уже полгода меня кормят завтраками. Очень хотелось бы получить ответ, чтобы не тешить себя напрасными надеждами. Возможно, карты дадут совет. Ну что, во-первых, Юля, родственникам давать деньги – это последнее дело, потому что вы теряете родственников и деньги при этом, да? Ни друзьям, ни родственникам деньги давать нельзя, потому что вы лишаетесь и друзей, и родственников, и денег в такой ситуации. Это закон жизни. Вот. Второе, полгода – это недолго. Ну, подумаешь, ну что такое, полгода не отдают долго? Это вообще тьфу. По 20 лет людям не отдают. Ну, посмотрим, вернут ли вам деньги в обозримом будущем. Юлия, сестра. Раз. Два. Не понимаю. Три. Вообще король кубков здесь есть. Король кубков ненадежный такой персонаж. А также это подсказка, вы смотрите не на сестру. Вы задали сестре, деньги дали. Но тут отсылка к какому-то мужчине. Какой-то мужчина. А ваша сестра, видно, мужчине какому-то передала там. Может, и для мужчины и занимала. Потому что все как-то завязано на мужчине, на мужских разговорах, мужских обещаниях. Сестра, наверное, не виновата, что она вам не отдает. То есть это не она не отдает, это какой-то мужчина там воду мутит. Он же водный, король кубков. Он, собственно, призван мутить воду. А вот придется вам поругаться на эту тему. Беспредметно, но сумма сама есть. То есть вот важный момент, то что деньги эти не испарились. Их есть с кого взять, вот эта сумма или какое-то место, откуда вытащить эти деньги. Это все есть, сумма. Но вот момента отдачи, что вам вернут, я здесь все-таки не вижу. Выпадают просто вот деньги, из-за которых очень легко поссориться. То есть ближайшее будущее – это все-таки не возвращенный долг для вас, а неприятные разговоры с этим связаны. И поскольку мы гадаем вам, тут разговоры эти неприятные именно для вас. То есть вы можете сами еще и пострадать. Вот вы дали деньги, а еще и вас могут в чем-то обвинить при этом. Вас могут покритиковать, и лучшая защита – это нападение. Катя Катерина спрашивает: не могу определиться с городом на ПМЖ. Краснодар или Новороссийск. Метаюсь и взвешиваю плюсы и минусы. В какой из городов я все-таки перееду? Актуальный для меня переезд в Новороссийск или все-таки в Краснодар? Причем Екатерина родилась 30 марта, как она пишет. И это самые решительные люди. Вот эти овны мартовские, они обычно вообще не умеют колебаться никогда ни на какую тему. Они всегда точно знают, чего хотят. Вот прям очень векторно. Вот, я думаю, это самый большой плюс вообще знака. Но почему-то такой выбор. Мы зададим карты про один город. Соответственно, это будет ответ, ехать ли туда. Если нет, то другой. И я выбираю Краснодар. Ехать ли вам в Краснодар? Раз. Что вас ждет в Краснодаре? Два. И три.
Краснодар больше, я думаю, город, поэтому чем больше, тем лучше. Все-таки наш век глобализации. 3 старших аркана вам выпадают, карты очень хорошие. У меня даже складывается такое ощущение, что вы прям поедете в этот Краснодар. 3 старших аркана, а старшие арканы обещают неизбежность вам. Неизбежность, понимаете, что это значит, да? То есть сама эта дорога вам лежит. Если вы берете Краснодар, точно не прогадаете. Во-первых, вас судьба туда вытолкнет, потому что какие-то неожиданные обстоятельства, новости, что-то такое вот, известие помогут вам это решение принять. Тепло, легко переехать, все есть, чтобы переехать. Вот. И даже тут справедливость, как документы, бумаги, юридическая основа, как правовая. То есть карты за Краснодар. Далее, есть ли у нас еще вопросы, которые требуют ответов с картами? А Галина спрашивает просто и лаконично, выйду ли я замуж за иностранца, именно за иностранца. Неважно какого. Раз. Иностранцы разные бывают. 2. 3. Бывают нарядные итальянцы или молчаливые шведы. Бывают богатые канадцы. По поводу брака, да? У нас, кстати, одни и те же карты крутятся в колоде. И, в общем, всем отвечают почти одно и то же. Да, ждет вас счастливый брак. Абсолютно счастливый, неожиданный, то есть любовь нечаянно нагрянет, и вообще это будет какое-то и долгожданное, и где-то подстережет вас в самом неожиданном, противоречивом месте. Это знакомство или сам этот брак. Будете этим браком очень сильно гордиться, и будет он какой-то такой счастливый, денежный, понятный, очень добрый, теплый. Солнце — это всегда какая-то подсказка, какая-то отсылка и к теплу тоже. То есть это может быть иностранец, который вас увезет в теплое место, в теплую страну. Ну, что тоже, разве это плохо? Конечно, это хорошо. Зачем нам ехать в холода в какие-то? Абсолютно. Оксана Пичугина описывает драматическую ситуацию, но, в общем, понятно. Муж через 13 лет брака потерял огромную сумму денег. Умолчал о том, что попал в долговую яму. Сказал через 4 года. А вскоре отношения начали рушиться и меняться. Помогала ему морально и материально, доверяла. В прошлом году, через 23 года счастливого в целом брака, он ушел. Мне больно, ищу ответы. Почему молчал, почему предал, почему ушел? Вы знаете, Оксана Пичугина, да, вы картам вопросы, получается, не задаете. А я вам скажу, но ответ мой будет тоже он такой, знаете, неутешительный для вас. Это тоже кто-то из древних сказал, как всегда, я не помню автора цитаты, да, но это тоже аксиома, ее нужно принять на веру. Всем. Вот всем. Если вам кто-то лжет, то это ваша проблема. Полностью цитата так звучит. Если вам кто-то лжет и вам это не нравится, то ищите проблему в себе. Проблема в вас. Это особенно касается родителей, например, которым не нравится, что детки лгут. Ребенок пришел из школы и соврал про оценку. Мы все понимаем, что это мама не очень хорошая, да, потому что она за оценки не бросается ему помогать исправлять оценки, а ругает его или там сладкого лишает. Вот он и начинает лгать. Дети вообще взрослые, мы же все бывшие дети, да, мы все лгать научились в детстве. И, конечно же, первые были подопытные кролики наши родители. Но виноваты в этом, естественно, родители. Они научили. Ни один ребенок сам лгать не придумал в этой жизни. Это все адаптация, пристройство к требованиям взрослых. Так к чему я это все говорю, Оксана? Ну, конечно, вы виноваты. Брак ни разу не счастливый. Вы пишете, через 23 года счастливый брак. Он ушел. Какой же это счастливый брак, если он попал в долговую яму и сказал вам через 4 года? В счастливых браках так не бывает. Это прям вообще большое несчастье для вашего мужа было.
приходить домой и молчать о такой большой проблеме. Он не был счастлив. Может быть, для вас это какая-то картинка счастливой сохранялась, но не для него, поэтому вполне логично, что он ушел. Тут вообще, понимаете, очень логично звенья цепи зацепляются, складываются друг с другом, да? То есть потеря большой суммы денег. Уже просто так это не бывает. Этот человек идет не туда. То есть люди теряют большие деньги, когда они о чем-то другом думают, когда у них есть какая-то травмирующая ситуация в жизни, когда голова неправильно работает. То есть все вот эти вот нейронные связи в мозгах, они нарушены, разорваны. То есть человек нервничает, человек в состоянии большого стресса. Потерял эту сумму, потом молчал, это вообще понятно. То есть настолько он вам... Вы пишете, я ему доверял. Ну а он-то вам, представляете, насколько не доверял, если он молчал долгие 4 года. То есть тут какая-то невзаимность, какая-то неравномерность есть. Вы ему доверяли, а он вам нет. Вот. Поэтому, к чему это я все говорю? К тому, что на будущее, когда вы будете создавать новый брак и новую какую-то счастливую семью, вы тогда следите за этим. Значит, у вас что-то есть такое в характере, что вам хочется соврать. И следующие мужчины могут тоже обманывать. Ну, в смысле, скрывать от вас что-то, да? Как правило, кстати, подсказка, да, это контроль. Мы лжем людям контролирующим, которые слишком контролируют. Вы, наверное, контролирующий. Сатурн, может быть, в какой-то очень тяжелой позиции. Вот и все. А юзер пишет, Бен Аффлек не гетеро. Я в прошлой программе сказала, что Бен Аффлек является таким образцом Homo sapiens современности для исследования для инопланетян. Если они захотят образцового самца у нас утащить, то пусть берут Бен Аффлека, потому что он правда совершенный. Там золотое сечение везде работает. Пропорции лица, пропорции фигуры, там пропорции кисти даже. Все подчиняется законам золотого сечения. Таких людей, не так много родится. Особенно уж на наших просторах. Там-то на Западе как-то водится, а не отбор какой-то там был. А у нас отбор отрицательный в основном. Вот. Бен Аффлек, то, что он не гетеро, это я впервые в жизни слышу. Хотя это его личные трудности. Татьяна пишет прекрасное. Я недавно призналась в любви парню. Первое. После 5 лет игры в Hating Games между нами. Его реакция совсем меня запутала. Я не понимаю, как он ко мне теперь относится. Спросите у ваших карт, какие чувства у Евгения к Татьяне, будем ли мы вместе. На данный момент судьба нас разводит, и как будто причин для общения дальнейшего уже и нет. Вот уж сколько раз твердили миру, Татьяна, не надо признаваться парням в чувствах. Тем более если до этого вы там, например, общаетесь, непонятно почему, например, работаете вместе, да, вот. А что вы это сделали, зачем, чтобы что? Я думаю, что это такой немножко истерический и немножко позирующий или нарциссический порыв у вас был, да, признаться в любви, в чувствах признаться. Потому что рационального объяснения этому поступку никакого нет. Вы же не ждали, что он обрадуется и скажет: о, парень, который 5 лет вас ни разу не позвал на свидание, да, вы думали, что вот вы ему признаете в чувствах, он говорит: слава богу, что ты сказал, я-то тебя тоже страшно люблю, давай поженимся. Вы же не ждали такого ответа, правда? То есть вы предполагали, что это интуитивно хотя бы чувствуете, что ничем полезным, хорошим для вас это не может закончиться. Поэтому это такой акт, не знаю, это элемент протеста, что ли. А если для всех других девочек, уже говорила, и мамы вам говорили, и бабушки, да, наверное. Вот. Еще раз повторюсь, что если вы хотите какого-то результата, каких-то отношений, если вам человек действительно дорог, вы там с ним ждете или планируете будущее, не надо так делать. Потому что это повлечет для вас только одну – потерю этого человека и полную блокаду какого-либо будущего с ним. Пульт не отзывается на сигнал от телевизора. Знаете, как говорят?
Раз, для Татьяны 2. И 3. Чувства Евгения к Татьяне. Будут ли они вместе? Чувства Евгения к Татьяне. Разлука выпадает вам, понимаете, какой-то такой вот уход. Про чувства как таковые, ну, именно романтические, там, здесь карт нету. Почему-то 2 карты про несвободу. Вот это вот прям плохая пара. Это карта повешенная, 8 мечей. То есть, ну, можно сказать, что вы даже поставили своим признанием, а я еще не знаю, что этому там предшествовало, способствовало, этого человека в какое-то неловкое положение. То есть у него сейчас именно чувства к вам, ну, скажем так, может, даже негативные какие-то, понимаете, да? Потому что 2 карты про несвободу, то есть неловкость, несвобода, какая-то связанность. Это все, естественно, негативные переживания, которые к любви не имеют отношения. И в заключение очень веселый комментарий вам прочитаю. И он, мне кажется, он такой достойный обсуждения, жизнеутверждающий и очень, как это предмет для обсуждения, чтобы задуматься. Феечка пишет. А у меня ситуация такая, жалуется феечка. Последние 7-8 лет я разбиваю сердца мужчинам, сама того не желая. Встречаю на своем пути его, с большой буквы его, очень интересуюсь, приманиваю, а потом резко становится неинтересен уже. И также следующий. Никак не получается на ком-то остановиться. И достойные были, и не очень. Всех бросила. Только зачем я ими начинаю интересоваться, непонятно. Прошу погадать мне, изменится ли ситуация для меня в текущем году, или такая же линия будет продолжаться. Я Весы, мне 38 лет. Ну, во-первых, я должна вас успокоить, может быть, спасти, а избавить вас от мук совести, милая феечка. Разбить мужчине сердце, как вы вот делаете, да, очень сложно. Очень сложно. Невозможно практически. Почему? Таким образом, я имею в виду разбить сердце, вот таким вот образом, романтическими играми и невниманием, потому что у мужчин, видите ли, вот любовь, она как бы связана не с сердцем. Немножко в других органах у них любовь это концентрируется, понимаете? И вот, соответственно, если вы там считаете, что вы наносите им какой-то вред, то это все, ну, в другое место, скажем так, идет. Вот. А с сердцем любовь мужчины связана очень мало, очень мало. А поэтому можете себя не мучить. И ответ на ваш вопрос, почему, вот то, что вы описали, вот этот алгоритм, заинтересовались, загорелись вы каким-то человеком, потом раз он резко вам становится скучно и не надо, следующим загорелись. Как, знаете, в поликлинике при большом скоплении народу, да, один еще не успел выйти пациент, а доктор уже орет в коридор. Следующий. Вот у многих так в личной жизни. Положение Венеры посмотрите. Посмотрите положение Венеры. Венера в Стрельце однозначно такое поведение дает. Венера в Водолее однозначно дает такое поведение. Ну, иногда еще при других каких-то сочетаниях. То есть идеализм. Вы очаровываетесь каким-то человеком, а потом неизбежно разочаровываетесь. Если это ваша натальная характеристика, то гороскоп с вами на всю жизнь, это не лечится. Вот такая и будете всегда. А если нет, если это ситуативно, по разным причинам, у меня есть догадки, почему так происходит, то есть какой-то шанс. Изменится ли ситуация в текущем году? Раз, два, три. Так, изменится. Но вообще-то король пентаклей, какой-то постоянный партнер. Мужчина постоянный, чуть ли не муж вам выпадает. Если у вас появится один постоянный муж, то вам уже трудно будет направо и налево чьими-то сердцами заниматься, правда? Вот, ну, конкретно мужской портрет. То есть будет мужчина, который достойный того, чтобы остаться рядом с вами надолго. Но здесь есть ревность,
какие-то ненужные хлопоты, нервность в этой ситуации. Здесь есть разочарованность, которая, как мы из письма поняли, вообще вас постоянно преследует, да? Постоянно она у вас присутствует. Вот. И ну, смотря в какую сторону вы хотите, чтобы ситуация изменилась. Ну, можно сказать, да, великую любовь карты вам не обещают. Карты говорят о том, что вот будет мужчина, с которого вы, может быть, будете даже там держаться, который будете ревновать, на ревности, может быть, ваше постоянство ваших чувств как-то закрепится, задержится. Но мужчина, судя по всему, будет какой-то достойный, возможно, просто богатый. А знаете, богатого мужчину ведь труднее разлюбить и значительно труднее бросить. На этом я благодарю вас за внимание, дорогие зрители, зрительницы в основном. Присылайте ваши вопросы и комментарии. Увидимся!